Всем привет, с вами Даша, и это Дневник ароматов. Сегодня у нас подборка белоцветочных ароматов на лето. Я вообще белоцветочные ароматы могу носить круглый год. Конечно, особенно красиво они раскрываются в теплую погоду, на мой взгляд. И для меня это одно из любимых парфюмерных направлений на лето. Не представляю лето без туберозных ароматов, без жасмина, без нероли, флёр-д'оранжа. Как всегда, подборка разноплановая. Здесь будет и люкс, и ниша, и довольно бюджетные ароматы, и парфюмы подороже. Ну и напоминаю, что сделать ваш парфюмерный шопинг более выгодным вы можете, используя промокоды. Промокод 10MALE дает скидку 10% в интернет-магазине парфюмерии и косметики rendezvous.ru. Действует он на заказы от 2500 рублей и суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Также используйте промокод на скидку до 7% в интернет-магазине Aroma Boutique. Он действует от любой суммы заказа. Промокоды являются многоразовыми, все подробности в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а мы начинаем. И открывает сегодняшнюю подборку мой фаворит на лето. Это Quattro Pizze от Xerjoff Casamarati. Аромат, в который я влюбилась с первого затеста. Мне очень нравятся их милые тридцаточки. Вообще обожаю эстетику бренда и линейку Casamarati, и их основную линейку, и линейку Shooting Stars просто обожаю. Вообще я считаю бренд Xerjoff просто идеальным в плане эстетики, прекрасный вариант на подарок, потому что флаконы у них действительно очень симпатичные, но и звучание ароматов меня еще ни разу не огорчало у этого бренда. Итак, о чем же у нас этот аромат? Здесь для меня просто идеальное сочетание туберозы с кокосовым молоком и ромом. Такая красивая, теплая алкогольность. При этом какие-то еще и пряные оттенки как будто бы здесь есть. Кремовая лактонная тубероза, очень пышная, очень яркая. И как будто бы это лепестки туберозы, утопающие в густом жирненьком кокосовом молоке. И вот в этот коктейль еще добавили рома и специй. Но алкогольность здесь такая носибельная, комфортная. Она не превалирует, она добавляет глубины звучанию и дороговизны. Основными лидирующими нотами для меня здесь является все-таки тубероза и кокос. Также здесь очень приятный нюанс сухотравья. Ароматные травы, обожженные солнцем. Насколько я помню, здесь заявлена нота сена, и действительно есть здесь этот сенный нюанс, я его ощущаю, и это очень красиво. В целом для меня это очень гармоничная композиция с плотным, насыщенным кремовым звучанием. И вот эта кремовая белоцветочность здесь дает уходовый нюанс, очень приятный. Сочетание туберозы с кокосовым молоком дает ощущение вот этого густого, косметического крема. Однако аромат не уходит в историю про солнцезащитные SPF-средства. Для меня это скорее просто звучание какого-то ароматного густого крема и вот этот восхитительный тропический коктейль из лепестков белых цветов, из кокосового молока, рома и пряностей. Красивая ванильная сладость, но в приторность аромат не уходит. Сочетание белоцветочности с гурманикой и легкой уходовостью. Это очень красиво. Композиция плотная, яркая, звучание насыщенное. И аромат, конечно же, очень стойкий, с заметным ярким шлейфом, выдерживает на мне целый день даже в жару, и он меня не душит, несмотря на его сладость, несмотря на его молочность звучания. Здесь очень красивый кокос, который не уходит в приторность, не уходит в тему баунти. То есть это такой интересный, благородно звучащий алкогольно-кокосовый коктейль с огромным количеством вот этих пышных белых лепестков. Восхитительно. Это тот белоцветочный аромат, который ни на что не похож. В нем есть аутентичность, в нем есть самобытность. Мне кажется, его трудно спутать с каким-либо другим, потому что здесь сочетание нот действительно очень интересное и максимально удачное. Сносила уже половину тридцатки, буду и дальше летом носить, потому что это просто идеальная летняя история, хотя я его ношу и осенью, вплоть до морозов. Восхитительно просто. Конечно же, в этой подборке я просто не могу пройти мимо моего любимого белоцветочного аромата, и это Honor от Amouage. Это тот парфюм, который стоит своих денег.
который может составить основу вашего парфюмерного гардероба, если в целом вы любите белые цветы, может стать вашей парфюмерной подписью. И, на мой взгляд, это универсальная белоцветочная композиция, в принципе, на круглый год, но летом он особенно шикарен, безусловно. И на сегодняшний день я могу сказать, что для меня по эстетике Amouage это самый красивый, самый лучший бренд. Я просто обожаю вот эти их классические флаконы из женской линейки. Они по форме напоминают мечеть. Ну и в целом такая восточная эстетика, дорого-богато. Это очень пышный, такой густой, яркий букет белых цветов. Это ассорти из белых цветов. Здесь у нас и жасмин, и ландыш, и тубероза, и гордения. Чем аромат интересен? Здесь есть и свежесть, и зеленца. Аромат вот этих свежих зеленых стеблей и листиков. И, конечно же, здесь много кремовости, здесь много нежности вот этих белых лепестков. Здесь есть и хищность, которую нам дает нота туберозы в сочетании с жасмином. Это белоцветочность, которая вас окутывает и обволакивает, которая заполняет собой все пространство. Да, для меня здесь улавливается такой легкий тактичный намек на восток, такой пышный букет белых цветов в восточном антураже. Но здесь нет такого ощущения, что вы находитесь на восточном базаре. Здесь это все очень так нежно приправлено теплотой пряностей. Здесь присутствует амбровая теплота и кожаные оттенки, но это все как бы фоном здесь играет. Идеальный баланс кремовости, свежести, пряных и амбровых оттенков, пудровости. Здесь есть нота ладана, но опять же этот ладан здесь завуалированный. Он добавляет восточного антуража, но он ярко здесь не считывается. Но это ода женственности. Этот аромат многие называют ароматом невесты, и я с этим не могу не согласиться. Для меня это просто идеальный белый букет во флаконе, но это не простая, не монотонная белоцветочная история, а очень многогранная. Это белые цветы с характером. Здесь, с одной стороны, есть и хищность, и теплота такая соблазнительная, но при этом здесь есть некоторая отстраненность, какой-то аристократичный холодок. Но звучит это дорого, богато, роскошно. Конечно, прекрасная стойкость, прекрасный шлейф и аромат, который подчеркнет вашу женственность. Здесь нет излишней сладости, здесь сладость именно белых цветов и ничего больше. Моя огромная любовь, если ищете свой идеальный белый букет во флаконе, присмотритесь, конечно же, к аромату Honor. Следующий аромат – это мое любимое прочтение ноты Нероли, и это Нероли Ветивер от Guerlain. Это на сегодняшний день мой любимый аромат из линейки Aqua Allegoria, хотя мне большинство ароматов из этой линейки очень нравятся, и в принципе, наверное, все бы офлаконила, потому что они все просто восхитительные, начиная от оформления флаконов, ну и, конечно же, само звучание. Ароматы в основном такие легкие, воздушные, которые как раз-таки будто бы созданы для лета, для отпуска, для жарких дней. И Нероли Ветивер просто влюбил в себя, хотя это моя слепая покупка. Как же я его люблю. Стартует аромат очень сочно. Он стартует для меня цитрусами, бергамотом или лимоном, которые только что очистили от кожуры. Очень яркая кислинка цитрусов, и все это в сочетании с ветивером. Но при этом аромат не уходит в одеколонистость. Очень быстро в игру вступают белые цветы. Для меня это сочетание флёр-д'оранжа и нероли. Это запах Средиземноморья, это цветущие апельсиновые рощи. В аромате присутствует природная маслянистость, но я более чем уверена, что в аромате использовались натуральные компоненты, потому что это ощущается. Просто роскошный флёр-д'оранж, яркие нероли, вот эта вот нежность белых лепестков в сочетании с зеленцой, с прохладой зеленых листиков, с сочностью плодов, с цитрусами. Но по мере раскрытия все это смягчается, запудривается, уходит в красивую лактонность. И эту лактонность нам дает нота инжира. Мне кажется, здесь обыгран аромат и плодов инжира, и листьев инжира.
потому что здесь есть и лактонность, присущая плодам инжира, и вот это приятное освежающее зеленца. Но, конечно же, зеленые аспекты в аромате усиливает еще нота базилика. И эта нота прекрасно раскрывается в жару, она освежает, она добавляет любому аромату приятной фужерности, такой элегантной фужерности. Это нежнейшие белые цветы, это цветущие сады, апельсиновые рощи, это красивая пудровость, это дорого звучащая благородная мыльность. Зачастую вот эту мыльность нам дает нота нероли, но это действительно такое благородное, очень приятное душистое мыло, мыло из Прованса, за счет чего в аромате есть и аспект чистоты. Аромат такой летящий, аромат очень комфортный. За счет цитрусов здесь очень много энергии, очень много воздуха, очень много свежести, при этом легкая косметичность, приятная, дорого звучащая мыльность, аспект чистоты, вот все это вместе переплетается в этом аромате. Это тот аромат, в котором будет комфортно даже в экстремально жаркие дни. Аромат будет давать ощущение чистоты и свежести, при этом он звучит женственно, при этом он поднимает настроение и уносит нас в безмятежную атмосферу летнего Средиземноморья. Рекомендую познакомиться. Я считаю, что этот аромат незаслуженно обделен вниманием у бренда. Он все-таки в первую очередь для меня именно про белые цветы. Следующий аромат — это Splendida Tuberose Mystique от Bulgari. Вообще присмотритесь к линейке Splendida. По приятным ценам очень красивые ароматы с дорогим звучанием. Ароматы из этой линейки звучат дороже своей стоимости, что всегда очень приятно. Ну а какие красивые, элегантные флаконы. И это аромат на тему люксовой туберозы. Это аромат, который понравится большинству. Он очень комплементарный, он очень женственный. И это такая парфюмерная, идеальная рабочая лошадка для любителей белых цветов. И это не просто монотубероза. Это тубероза и с оттенками жвачки, и с присущей ей лактонностью, и с фруктовыми гранями. И она такая нежная, не хищная, она очень комфортная, она очень носибельная. Великолепный аромат. Вроде бы он довольно простой и понятный, но в то же время есть в нем изюминка. И, как мне кажется, эту изюминку дает нам нота черной смородины. Хотя я здесь скорее ощущаю сладкий красный виноград, сладкую, чуть переспевшую землянику. Вот здесь тубероза действительно раскрывает все свои грани. И вот эти вот ягодные аспекты, и жвачность, вот эта вот мягкая воздушная сладость. При этом кремовость, лактонность, уходовость здесь тоже присутствует. Нежнейшая тубероза с вот этой ягодной сладинкой, очень комфортной. Такая теплая, комфортная бальзамичность. Нота мирры, которая добавляет теплоты и усиливает сливочность, потому что мирра часто в ароматах дает сливочное звучание, такая вот смолистость на грани карамельности. Вот, по крайней мере, мне зачастую нота мирры дает такое звучание. Здесь она не уходит в дымность, не уходит в какую-то церковность. То больше свежей ягодности, то больше вот этой жвачности. Ягодная жвачка, которую посыпали ванильной пудрой. Потому что ваниль здесь тоже есть, но она сухая, очень деликатная, довольно скромная. И нежность белых лепестков от и до. Аромат на любой случай, на любое время года, но летом это максимально комфортная тубероза. Аромат идеально подойдет для свиданий. И для выхода в свет, и на повседневную носку, если вы в целом любите белые цветы. Следующий аромат у меня в Отливанте, но я очень бы хотела флакон. Аромат из линейки Chloé Nomad Жасмин Натюрель. Но это прекрасное сочетание нежных лепестков жасмина со сладостью фиников и сухофруктов. И все это в такой нежной ванильной дымке. Очень яркий жасмин, аромат пышного куста жасмина, аромат тарелки с восточными десертами, чернослив, финики, курага. Вот все это здесь я ощущаю. Легкая медовая сладинка. И все это очень красиво запудривается на коже. В гурманику аромат не уходит. В первую очередь все-таки это тоже для меня аромат про белые цветы. А вот это сладкое гурманское обрамление идет как-то фоном и просто дополнительно украшает вот этот наш красивый жасминовый букет. Это женственно, опять же, это по-люксовому красиво.
Приятно, понятно, тот жасмин, который понравится большинству. В меру сладости, в меру ванили. И если здесь восточный характер и прослеживается, то разве что за счет вот этой ноты фиников и легкой такой в базе замшевости. Я ее ощущаю. Ну а в целом это очень комфортная люксовая белоцветочная история. Если вы ищете красивый жасмин в сочетании с сухофруктами, то, конечно же, присмотритесь, очень достойный аромат. Линейка Nomad, она традиционно радует нас приятными ценами. Есть из чего выбрать, в принципе, вся линейка достойна внимания, и я думаю, что каждая сможет найти для себя достойный аромат на свой вкус. И вот жасмин натюрель — это прекрасная такая летняя история. Думаю, что в другое время года вряд ли будет прям как-то попадать в настроение, в атмосферу. А вот летом и ранней осенью это будет прекрасно. Присмотритесь. И завершает нашу сегодняшнюю подборку аромат, который тоже у меня в Адливанте и который я однозначно хочу офлаконить, потому что это огромная любовь. Познакомилась я с ним буквально недавно. Это Dior Addict. Версия 2014 года Eau de Parfum. На старте это очень чистый, такой прохладный жасмин. Такой хрустальный жасмин. Вот настолько он чист, настолько он свеж. Но далее он начинает разогреваться. Он начинает заслащиваться, и в игру вступает очень красивая бурбонская ваниль. Насколько я знаю, бурбонская ваниль, она самая гурманская, самая такая плотная и сладкая. И вот она очень красиво оттеняет эту яркую белоцветочность. Да, если вначале этот жасмин какой-то прохладный, даже с ментоловым оттенком, то дальше он все более хищный, он все более манящий. Он все более яркий и плотный становится. Да, это лепестки жасмина, которые очень щедро посыпали таким густым слоем ванильной пудры. Аромат очень красиво пудрится, но при этом он не уходит в косметичность. Он даже скорее ближе к гурманике уже по мере раскрытия и ближе к базе. Очень он сильно заслащивается. Жасмин в облаке ванильной пудры. Легкий цитрусовый аспект здесь ощущается периодически. Но какой интересный контраст, если на старте это такой холодный, отстраненный, но очень чистый, очень свежий, я бы даже сказала зеленый жасмин, да, с листьями, с природной прохладой, с какой-то ментоловой свежестью. И то далее это уже такой сладкий, плотный, густой жасмин, который вас обволакивает, который вас обнимает. Очень женственная композиция, яркая, насыщенная, стойкость шлейф здесь очень хорошая. И это такой очень добротный, дорого звучащий люкс. Такой аромат не стыдно преподнести в подарок. На свидание отлично. Он заметный, он яркий, он комплементарный. Но чтобы носить этот аромат, нужно действительно любить жасмины, потому что здесь жасмин является лидирующей нотой. Да, он смягчается ванилью, он смягчается пудровостью, но все-таки это яркий жасмин, это кричащий жасмин. Мне он не индолит совершенно, он довольно чистый. Он остается чистым, но он становится более теплым. В нем появляется некоторая афродизиачность, если можно так выразиться. Очень хочу себе флакон. Вот это, пожалуй, мой идеальный люксовый жасмин. И тоже вам однозначно его рекомендую к знакомству, если вы ищете красивый и яркий, но при этом приятный, женственный, комплементарный жасмин, без подвохов, без каких-то неприятных нюансов. Пишите в комментариях, какие у вас любимые белоцветочные ароматы, а также, что думаете об ароматах из моей подборки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также смотрите мои предыдущие видео о различных интересных парфюмах. Не забывайте использовать мои промокоды, это один из лучших способов поддержать мой канал, ну и, конечно же, сэкономить на покупках. Ну и ваша активность на канале, конечно, очень меня поддержит и замотивирует. Просмотров все меньше и меньше, хотя я вкладываю душу в свои видео, стараюсь делать контент качественным, разнообразным, максимально полезным. Поэтому, дорогие мои, мне очень нужна ваша активность, если вам действительно нравится мой контент. Если вы хотите, чтобы я продолжала радовать вас новыми выпусками. Всем спасибо, кто был со мной. С вами была Даша. Всем пока.